Miraculous World или Леди Баг Лондон на краю времени. Никто не ждал, но все понимали, что это произойдет. Слив, внебрачный сын Джереми. Ну а если серьезно, мы продолжаем разбирать детально предстоящий спешл, который пройдет в Лондоне уже этой осенью. У нас на примете второй постер и его неоднозначные тайны, а также слив трейлера из недавней выставки Банси. И интересные теории от вас, моих зрителей, которые вы оставили под предыдущим видео. В прошлом видео мы разбирали основной анонс спешла, синопсис и разглядели в деталях первый постер. И если вдруг вы его не видели или забыли, в подсказках обязательно знакомьтесь с прошлым видео, так как мы движемся дальше. И начнем с самого интригующего. Это разбор слива, или точнее скрытой записи, запечатлевшая, видимо, рекламу или какой-то стенд, посвященный Miraculous. На нем крутились трейлеры, или точнее тизеры грядущего спешла Лондон и, как можно судить по графике, даже тизер или отрывок из 6-го сезона. Но об этом в другом видео. Нас же интересует то, что мы можем разглядеть в этом ультра 4К видео касательно спешла. И тут не так много информации, но она более чем интересна. Я не знаю, насколько легально будет показывать кадры из этого черно-флагового видео на ютубе, так что буду делать это очень осторожно с замыливанием, так что не ругайтесь на меня. А вот чтобы посмотреть полный слив, вам стоит обратиться к телеграм-каналу Noir Show. Там вы найдете слив к спешлу, а помимо этого все самые горячие свежие новости по Леди Баг. Не забудьте оформить подписку, чтобы ничего не пропустить. Ссылочка в описании. Заспойлерил нам не столь глобальную, но столь интересную деталь. Стартует данный спешл с 5-го сезона. Точнее, с того пробела, который не был нам показан. Говорю о пробеле между загаданным желанием Габриэля, после которого нас сразу перенесли на несколько месяцев вперед. В целом, это не было проблемой. Мы и так могли понять, что и как примерно развернулось в итоге в этом пробеле. Но так как спешл будет очень плотно связан с финалом 5-го сезона и началом 6-го сезона, о чем мы более детально говорили в прошлом видео, то авторы решили нам показать в спешле, что произойдет в первые минуты после желания Габриэля. На видеосливе мы видим Кагами и Адриана, лежащих в своих камерах прямиком из финала 5-го сезона. Видимо, чтобы их освободить, наша Баг Нуар в дополнение астрокостюма летит к ним на выручку. Да, мы снова сможем ненадолго увидеть нашу Маринет в комбинации божьей коровки и черного кота. Далее и сцена, где она проходит по той самой камере Габриэля, где тут вместе с Томео держали Кагами и Адриана. Заканчивается эта сцена в камере на том, как Баг Нуар провожает взглядом подростков и уходит, видимо, выполнив свою основную задачу и убедившись, что возлюбленный Адриан в полном порядке. Но здесь хочется больше акцентировать внимание на самом Адриане и Кагами. Как мы видим, они обнимаются. Наверное, из-за воссоединения, так как они уже несколько дней находятся в данных камерах. Однако, смею предположить, возможно, это утешительное объятие из-за смерти Габриэля. Наверняка Баг Нуар рассказала Адриану о случившемся, а конкретнее о том, как его отец героически помог победить монарха. И, конечно, это приведет мальчика в огромную скорбь. И уже тут Кагами его обнимет, чтобы немного поддержать. И о чем это нам все говорит? Как минимум, авторам оказалось важно рассказать об этом событии касательно камеры и Адриана сразу после победы над монархом. И именно в этом спешле. Значит, это будет иметь свою важность в истории спешла. Возможно, спешл сконцентрирует внимание на депрессии Адриана, которую сможет перебороть уже под конец спешла. И мы увидим его вновь счастливого вместе с друзьями, девушкой и остальными. Но это пока все догадки. Но это не самое интересное из трейлера. В какой-то момент нам показывают локацию, капсулу и обнимающихся, как я могу судить, Натали и Маринет. Конечно, несложно догадаться, что объятия эти приурочены к кончине Габриэля, так как Натали была к нему очень привязана, а после понимания того, что случилось тут несколько минут назад, что он пожертвовал собой ради ее спасения, не оставила нашу любимую Натали равнодушной. Как и Маринет, которая после битвы до конца осознает, что это была за капсула, и что все события года, по сути, были именно из-за нее. Но это бы так и осталось обычной небольшой трогательной сценой, если бы не загадочная личность, которая в этот момент наблюдает за Маринет и явно понимает, что эта девочка Леди Баг. Неужели это раскрытие личности Леди Баг для Шерис? Но кто это? Можно явно заметить атрибутику камня чудес кролика, символ часов, голубой окрас с белыми вставками. Мы особо ничего не знаем об этом персонаже. Возможно, это компьютеризированный злодей Шерис из будущего с камнем чудес кролика. Но далеко не факт, что это злодей. Возможно, это вообще новый герой. И следом идет сцена с бедным нашим Квами Нуру в подвальном логове Шерис. И вкину сразу теорию. Мы помним сцену из финала 5-го сезона. Шерис надевает брошь мотылька, появляется молния, шоу, конец кадра. Так как это необычный
необычное появление никак не связано лично с Нуру, я могу предположить, что в данный момент перед Шерис появляется тот самый злодей в голубом. Возможно, Шерис из будущего отправила в прошлое к самой себе, и точкой появления выбрала тот момент, когда она впервые надевает камень чудес мотылька. Как вам такая теория? Обязательно поделитесь мнением в комментариях. И на данном моменте тизер завершается и показывает нам тот самый второй постер. Как и первый постер, можно заметить стилистику под Банникс, что говорит чуть ли не о центральной ее роли в данном спешле. Помимо этого, снова вырезан кадр из 5-го сезона, а в большей степени из финальной серии. И одна картинка Лондона, которая напоминает, что события спешла будут происходить именно в Лондоне. Да-да, это чистая правда. Но самое интересное в этом постере — это главная героиня, а точнее ее желто-зеленый окрас вместо традиционного красного. Но почему? Ведь мы явно видим, что это не комбинация камней чудес кролика и божьей коровки. Это обычная Леди Баг, просто выкрашена в другой цвет. На этот счет под прошлым видео выдвинули свою теорию два автора этих комментариев. Теория заключается в том, что это дополнительная сила для Леди Баг. В целом, для этих зелий свойственно менять немножко цвет костюма героев, что в целом звучит логично. И давайте напоследок разберем еще несколько теорий от вас, моих зрителей, оставленных под последним видео. Их оказалось достаточно много, и, к сожалению, абсолютно все я не смогу прокомментировать. Увы, рассмотрим самые подходящие для грядущего спешла, но некоторые просто интересные теории, которые не попали в видео, попадут в мой телеграм-канал, где подписчики также смогут их обсудить. Ссылка на мой телеграм также в описании. Далее интересный комментарий, дополняющий наш сегодняшний разбор. Тут автор напоминает о давней информации, что в ближайшее время в Miraculous должен появиться герой Леди Львица и некий Тайммастер. И данный персонаж из трейлера более чем похож на того самого Тайммастера. Так что, наверное, это даже не злодей, а новый герой спешла. Далее мысль, которую я также выше в ролике говорил. Говорит она о том, что данные путешествия во времени, которые будут в спешле, в итоге и приведут к тому, что наша Шерис в настоящем станет новым бражником с помощью загадочного злодея или иным путем. Но смысл остается в том, что данный спешл косвенно и одновременно напрямую повлияет на сюжет 6-го сезона, создав мост между 5-м и 6-м сезоном. И снова интересная подмеченная мысль. Габриэль и его желание. Очень большой акцент делается на этом событии в трейлере. Постеры явно об этом кричат. Так что спешл будет 100% продолжением 5-го сезона и того, что случилось после этого грандиозного события в мире Miraculous, слияние камней чудес божьей коровки и черного кота. Помимо всего, не забываем о Лондоне. А что у нас в сериале плотно связано с Лондоном? Да, Феликс. И его появление, и появление Аргаса очень ожидается. И возможно, по мнению автора данного коммента, он даже столкнется с самой Шерис. И вообще с такими колоритными персонажами нас явно ожидает невероятный сюжет с манипуляциями, переплетением времени и возможно даже игр разума. И напоследок скажу, да, я знаю, что данный злодей из прошлого постера похож на персонажа из мультсериала Ghost Force от того же Зага. И да, я помню, что у них с Леди Баг ожидался коллаб, но я все же уверен, что это не герой Ghost Force сериала. Во-первых, похожесть масок, на что ссылаются зрители, отличается, ведь в сериале маски имели подвижность рта, а здесь маска именно маска. И да, логотип на груди будто бы тоже отсылает на Госфорсов. Но я думаю, это просто халтура художников, и они просто сделали похожий дизайн для абсолютно нового злодея или героя спешла. Спасибо всем за оставленные комментарии теории под прошлым видео. Было интересно почитать. Еще несколько комментариев теории я оставил у себя в телеграм-канале для вашего обсуждения. А мы пока заканчиваем обсуждать спешл Лондон на краю времени. До следующих материалов спешла, конечно. Но у нас уже на подходе новости о 6-м сезоне. И чтобы увидеть от меня новое видео по этой теме как можно скорее, поставьте лайк. Чем больше, тем быстрее выйдет новое видео от Лейры Miraculous. Но в любом случае я прощаюсь ненадолго. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.